55-й день войны в Украине. С тех пор, как все началось, многие из нас не видели своих близких. На оккупированных территориях русским агрессорам отбирают телефоны, лишают всяческой связи, и эта история не исключение. Оля Шелби не слышала голос своего отца с первого дня войны. Все, о чем она мечтала, это знать, что он жив, и поскорее его обнять, когда наступит мир. Сегодня нам поступил звонок от ее отца, и Сергей сообщил, что вооруженные силы Украины освободили от русских захватчиков территорию, на которой он находился последнее время. Более 18 суток на тот момент. Теперь у него появился шанс увидеть свою жену, сына и дочь. Мы сделаем все возможное, чтобы этот день был одним из самых счастливых в ее жизни. Ведь она даже не подозревает, что Сергей направляется к нам в город, и скоро она увидится с родным папой. Первый момент в осознании войны я позвонил сыну, сказал, началась война, давай что-то делай. И как раз позвонил Оля. Давайте что-то с Киева, наверное, уезжайте куда-нибудь. Сын поехал ко мне, а Оля поехала как раз в офис с Димой, и там ждали ребят. В этот момент надо было как-то действовать, спасать семью, руководить семьей. Ну, как папа, в принципе, я правильно сделал, что сразу позаботился о семье. То есть посыпать голову пеплом, прятать голову в подушку, ну, это не моя стихия, я так не умею делать. Надо что-то решать. Ну все, ребят, ближе к делу. Мы сейчас безумно волнуемся. Короче, Борода, рассказывай. Мы едем сейчас в одно заведение, где мы тайком пригласим Олю, и в этом нам поможет Настя. Я уже с ней созвонился. Она хитростью ее пригласит туда, якобы просто погулять в боулинг или что-то поделать, в общем. А мы якобы будем снимать прямой эфир, а по факту мы будем снимать скрытый ролик чисто для вас, ребят. Да, я думаю, что вы все прекрасно знаете, что мы в последнее время очень часто стримили, и мы даже стримили в боулинге. Я думаю, что у Оли не возникнет никаких вообще предположений, что что-то может произойти не так, тем более, что Оля еще не знает, что ее папа приедет сегодня. Я буквально недавно созвонился с ее отцом, и папа с нами в сговоре. Мы попросили его не палить то, что сегодня он приезжает. Мы попросили сказать Оле, что якобы он будет завтра, и он задерживается. Это все для того, чтобы сделать ее эмоции максимально громкими, максимально насыщенными и максимально сделать ее счастливой в этот день. Я вообще думаю, как это можно просто своего папу не видеть такое огромное количество времени, и какие у него будут эмоции, я просто боюсь даже представить. С момента начала войны нас озвонила администрация о готовности выехать на ротацию персонала, который остался 24 числа на смене и без возможности их замены. Я дал свое согласие сразу, безоговорочно, и готов был в любой момент дня и ночи выехать на ротацию. Моя семья пыталась меня отговорить. Я сказал нет, это вообще не обговаривается. Единственное, сказал, чтобы не знала мама моя и не знала Оля, которая находилась уже не в Киеве. Связи у меня с Олей уже не было, потому что я уже был на станции. Там только была связь, это стационарный телефон. Рашисты заглушили полностью всю связь. Да, прямо на заглушке стояла посреди площади перед входом в Чернобыльскую АЭС большая машина с такой антенной, глушила все. Мне потом уже Марина, супруга моя, я ей позвонил на домашний. В это время Оля позвонила, так совпало, маме, и она нам как-то трубки вот так вот положила, и мы вот таким вот образом пообщались с дочкой. Ну, конечно, там была истерика, сразу она сказала, что она меня будет ругать, почему я это не сказал. Я не хотел, чтобы она волновалась. Я не хотел до последнего, чтобы она знала, что я поехал на станцию. Ощущение было одно, я даже ей сказал: Олечка, давай как-то пересозвонимся, потому что у меня эмоции настолько перехватывали, что я не знал, что сказать. Я говорил: все у тебя хорошо, все ли с тобой, ты здорова, все. Дальше у меня мысли куда-то вот уходили в сторону. Я не мог сконцентрироваться, не мог что-то, сформулировать, что-то сказать. Только были одни слова поддержки и любви. Вот. Артур, как всегда, за рулем, пожалуйста, только не разбейся. У нас бензина уже нет. Реально просьба учесть запас хода. Я сейчас на полном серьезе, мы сейчас можем стать. Мы привыкли к такому дерьму. Если ты хочешь что-то сделать, обязательно что-то пойдет по... Артурчик паркуется, мы все-таки смогли доехать. И сзади нас находится то самое место, куда мы сейчас пойдем и постараемся все организовать. Очень переживаю на самом деле, потому что не факт, что в заведении позволят сделать вообще такой сюрприз. Я очень переживаю, смотрю вокруг, чтобы не было нигде Оли. То не дай бог, когда сейчас где-то гуляет, а мы готовим ей здесь сюрприз. Это будет очень неловкий момент. Вот как раз этот
видом ресторан, в котором мы постараемся это сделать. Сейчас мы будем снимать скрытку, просто потому, чтобы не смущать людей. Джеймс Бонды, мы Джеймс Бонды, мы на скрытую. Ощущение, что спали все сразу. У нас такая ситуация. Вы нас знаете, да? Мы к вам уже ходили в Magic Five. Одной из наших подруг. Сегодня необычный день. Такая рыженькая приходила, может, вы ее видели. Ее папа был работником ЧС все это время, с начала войны. ЧС, если вы знаете, была оккупирована русскими. За счет этого их не выпускали, своего рода они были как в плену. Мы, допустим, и шли уже как добровольцы. А те, кого мы сменяли, они были заложники. Там было много женщин, но они сплотились в нужный момент и делали свою работу 23 дня подряд. На 24-е сутки мы их поменяли. Мы уже знали, куда мы едем. Мы ехали через блокпосты. Мы пробирались через речку. Нас везли окольными путями через Днепр на какой-то маленькой лодочке. Дальше нас на территории Беларуси встречали пограничники белорусские. Дальше нас на пазике привозили к таможне. На таможне у нас полный досмотр с проверкой, с собаками. Белорусы передали уже рашистам. Они встретили нас на 2 БТРах. Один спереди, другой сзади. В каждый автобус поставили по 3 человека своих, условно, людей, скажем так. На станцию нас привезли. Опять на станции был досмотр. Еще была проверка личности. Всякие наводящие вопросы давали, я или это, или нет. Ну и потом только уже пустили на территорию промплощадки для смены персонала. И сегодня его выпустили, но она об этом не знает. И мы хотим сделать ей сюрприз в вашем заведении. Мы хотим ее пригласить якобы просто погулять, якобы просто покурить кальян. Я договорился с ее отцом, он уже едет сюда, она этого даже не подозревает. Я хочу его какой-то или фартук ему одеть, или что-нибудь такое, чтобы он казался официантом, и чтобы она такая посмотрелась, там стоит ее папа. И она в слезы будет, радости. И мы очень хотели, чтобы вы нам посодействовали в этом всем, чтобы мы это засняли и дали. Он говорит, что он будет здесь к 7. В любом случае там є доріжка одна вільна. О, так давайте вот эту дорожку. Как я это вижу. Ее посадить за вот этот столик, она всегда здесь садится за этот столик. Великий, так? Да, спиной сюда. И она не будет видеть, что сзади. Потихонечку мы подведем отца, оденем ему этот фартук официанта или что-нибудь такое, если вы позволите, конечно. Вот. И чтобы он к ней так сзади подошел и сказал, вот с вас счет. И она повернется, это слезы будет, это будет с радостью. На 7 можно забронировать? Бронируем на 7. А чего, если он будет 6:30? Ну, 6:30 мы будем играть 1,5 часа. Ну давай, давайте, действительно, давайте до 6:30. И можно будет попросить ваших официантов, чтобы они нам как-то подыграли? Фартук. Вы есть официант? Да. Блин. Ну, фартука, типа, такого у нас немає. Як повар. Ну, было бы классно. Что-то такое, если можно было, да. Я вот за что переживаю, это на всякий случай. Если я ее все-таки сажу сюда, она спиной вот так вот находится. Когда ее папа будет заходить, она может теоретически краем глаза как-то увидеть. У вас нет никакого типа черного входа, можно как-то его провести или нету такого? Можно? Ну, туда можно будет. Ну, чтобы он тут стоял. Наприклад, можемо до вас з чимось звернутися, вона не буде взагалі відволікатися на задачу. Позовете? Я, наприклад, до вас підійду, щось, типа, буду вам... Щоб вона Дима, давайте так. Дима? Отлично. Паша, Дима. Спасибо вам огромное, что сегодня. Даже на 6:30, так? Да, на 6:30 на 1,5 часа минимум. Спасибо. Може бути такий варіант, що вона не знову типу, десерт замовить, а він її винесе. Якщо типу, одінемо вхід для якби повара. Ну, типа, чтобы более романтично, так более Ну, красиво. або як ви хочете. Не, может... Давайте, да, ну, классная идея. В тот момент на станции было одно желание – семья, и чтобы в семье было все хорошо. Ну, конечно, мир, чтобы наконец-то побыстрее бы это все закончилось, чтобы все вернулись опять в нормальное русло и нормально жили. Больше волнений не за себя. За себя я вообще не волновался в тот момент. Мне было волнительно, что происходит в Славутиче. В Славутиче проходили тогда ужасные дела. Тогда именно рашисты входили в город. И я понимаю, что я нахожусь далеко, я ничего не мог предпринять при этом, и только получал какую-то информацию, которая где-то откуда-то доходила. Информация, как правило, на 50% правдивая, кто-то что-то преувеличил, и мы на себя начинаем дальше накручивать. Вот в этот момент, да, это для нас была просто вот психологическая катастрофа, в голове. Когда ты должен выполнять какие-то свои функциональные обязанности, а у тебя в голове только семья, семья, семья.
Ну что, ребят, мы счастливые, потому что у нас немножко получилось. Нам очень сильно помогли ребята, они сразу впрягаются, сразу думают, как же это все можно было. Бомбу придумали! Нам пацаны сами подсказали, как это сделать еще круче, еще лучше. Вы все увидите, вы все увидите. Дай бог, чтобы все получилось. Ну, теперь нам нужно позвонить Оле, пригласить ее сюда, сделать это хитро через Настю, чтобы Оля сразу же не поняла, что мы ее приглашаем куда-то в особенное место, в то место, где мы были. Я набираю Настю. Жинку свою набираю. Жена. Алло, Зай, слушай, мне нужна твоя помощь. Нужно пригласить сегодня Олю на боулинг на 18:30. Самое главное, ваша задача сесть спиной к барной стойке, а лицом к боулингу. Аккуратненько попробуй ее пригласить, чтобы она ничего не подозревала. Спасибо. С рашистами, блин, я не общался, у меня принципиально с ними не общаться. Единственное, что смотрел постоянно в глаза, морально пытался убить взглядом. Не все там, отбитые, скажем, потому что некоторые убирали глаза в сторону, прятали лица. У кого-то там совесть была, но большей части этого не было. Я слышал какую-то историю про семечки. Они не понимают наверное, это не смотрели ролик с этой женщиной, которую там в карманы предлагала рашистам, чтобы не проросли, когда упадут на нашей земле. Возьмите семечки, положите туда, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы сестряшки. Ну и тоже поднимаюсь, а там по лестнице рассыпали они семечки. Я говорю, подбирай. Я говорю, прорастешь хорошо. Он, да нет, это птичками. Я говорю, нет, ты подбирай, в карманы ложи, прорастешь. Все равно он не понял такое вот. Даже я так к лучшему, что не понял. Да, вот в тот момент как-то даже не задумался об этом. Был момент тоже, пытался сфотографировать, но они мало того, что мародерили, они еще забрали нашу технику, нашей Нацгвардии. И на ней нарисовали эту паршивую букву «В». Я фотографировал именно, сразу давай, стирай, удаляй. Я говорю, не фотографировал. Это я видел, я говорю, видел, молодец. Я связь искал. И все, не попытались они у меня там стереть фотографию, так она у меня осталась на телефоне. Теперь остался, наверное, следующий этап, это созвониться с папой Оли и рассказать о наших планах. Пока мы находимся здесь, Лисица уже поехал в город Хуст купить хлопушки, для того, чтобы в случае чего мы могли потом бахнуть и сделать конфетти красиво. Тем временем Артур просто уехал. Нам нужно забрать машину, потому что назад мы не доедем. Мы нашли Артура. Ну что? За то, что есть биометки, и ты видишь, где находится твой брат. Наша задача сейчас позвонить Оле, знать, где он находится, через сколько примерно он будет, чтобы у нас сложился план, потому что очень много факторов, которые зависят не от нас. Так, если ты делаешь доброе дело, то все будет хорошо, все будет получаться. Поэтому сделай доброе дело. Ставьте лайкос за доброе дело. Алло, Сергей, здравствуйте, это Дима. Есть у вас минутки две? Смотрите, мы договорились с одним заведением, где вас пустят через черный ход. Ребята закажут шоколадный фондан, якобы от повара, и мы вас оденем в китель повара, и подходите с этим фонданом, и даете его, и говорите, вот ваш шоколадный фондан. Или там скажете уже как угодно. Такой вопрос. Да. Я же не один буду, тут будет и мама, и брат, и невеста. Конечно. Нам надо все вместе выйти. Я просто предлагаю сначала вас как сюрприз запустить, и как только она вас увидела, забегают все остальные, и у нее праздники, мы там запускаем конфетти, мы там, красиво все сделаем, в общем. Хорошо. Такой вопрос, скажите примерно, рассчитывать, на который час вы примерно будете? Все так же к 7 или что-то поменялось? Нет, поменялось, пишет 19:37. Хорошо. Все, до связи. Хорошей дороги, до свидания. Есть. Хорошо, но у нас есть только один нюанс в том, что он может немножко опоздать и может закончиться. Я просто радуюсь. Так я ликую. Все нормально. Как узнали, что русские отступают, и ваша реакция на это? Поначалу мы слышали уже приближение ВСУ, потому что были в районе уже слышные взрывы. То есть начали идут боевые действия. Потом они начали моментально загружать, рашисты, свои машины. Мы понимаем, что будет какой-то шухер. А через начальников сменстанций, которые с ними все-таки держали диалог, через верхнее свое руководство, потому что там заходил Росатом. Станция якобы была не Украине подчинена, а именно Росатому якобы. Мы никогда не считали, что она Росатом. Но они какой-то диалог держали и сказали, что они якобы тоже ротируются. Не то, что они бегут, а они сейчас на смену придут новые, и эти уедут. Но мы поняли, что на смену никто не придет, потому что они максимально загружали, максимально, скажем так, мародерили, тащили все в эти свои машины. Всем привет, ребят! Наконец-то мы уже запустились. С нами сегодня Настюха, Ольга и с нами Улешка. Вы готовы? I'm a beach boy. I'm a boss.
неплохо. О, смотрите, кто приехал. Это как у вас дела? Ребята, кстати, вас очень сильно ждали. Чего? Ты не снимал это. Да не. Моя девочка. Ай-яй-яй, почти. Да не. Я сейчас очень беспалевно вышел на улицу. Короче, Оля вообще ничего не подозревает. Сегодня была ситуация, когда Артур был рядом, и Борода ему сказал всю информацию по телефону, и Оля все-таки не услышала. Поэтому дай бог, чтобы сейчас все сработало уже с минуты на минуту. Сюда приедет папа Оля. И я очень сильно надеюсь на то, что у нас все получится. Сейчас на барной стойке с Настей. Ориентировочно весь процесс должен начинаться через минут 30-40. Думаю, даже раньше, потому что мой брат созвонился с отцом. Да знать, куда он Кайф. Борода сейчас отошел. Я думал, что он просто в туалет, но мне кажется, он идет созваниваться и договариваться. Скорее всего. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Або залиште голосове повідомлення. Прям беда, я не могу дозвониться к папе Оли. Сетевой не сидят. Они там сидят. Папа Оли сейчас не абонент, типа вообще нет связи. Но по времени он же должен подъезжать сюда. У меня еще телефон разряжается, я так из-за этого переживаю, вон, 16%. Только у него есть со мной контакт, и еще и, блин, он опаздывает, и я не знаю, как это получится, не получится. Сейчас все становится под угрозу, но поставь хоть, чтобы у нас все получилось. Причем Оля прям расстроена сейчас. Во-первых, она же ничего не подозревает. Она сейчас расстроенная. Она там вроде как поздорила еще с Димой. Мы все это время делаем вид, что идет стрим, но на самом деле никакого стрима нет. Вот, и нам приходится играть в боулинг бесконечно, чтобы Оля не дотупливалась. 31-го, насколько я помню, они бежали позорно, и с 1 числа сразу зашли вооруженные силы Украины. Мы, соответственно, на станции подняли государственный флаг Украины сразу и начали ждать ротацию. Потому что понимаем, что вот-вот, мы тоже уже находились более уже 18 суток на тот момент. И нам каждый день говорили, вот завтра, вот послезавтра. Потому что через Беларусь уже нас ротировать не могли. Договариваться не с кем было. Если раньше, когда меня везли, они договорились с рашистами, потом с белорусами, и нас вот так вот поменяли. То обратно поменять никак, потому что с белорусами не договориться. Неизвестно, что будет, и нам не давали безопасный маршрут. Потому что кое-где заминировано, кое-где еще ДРГ их не бегают. И уже 9 или 8, не помню точно, нам дали 100% гарантию, что нас ротируют. Мы уже занервничали, у вас связи нет. Я скинул геолокацию в Телеграм. А ну скажите примерно, сколько пишет нам ехать? Вроде бы как ехать совсем вообще чуть-чуть, да? Значит так, поскольку папа уже находится в городе, это означает, что у нас есть сейчас время. Сейчас надо как можно быстрее каким-то образом убрать оттуда Олю и Настю. Ребята, официанты без согласились предоставить черный вход, чтобы мы через него зашли. Вон, смотрите, у нас сейчас даже закат. Ну что, все, он только что позвонил, говорит, 7 минут остается, все, они уже доезжают, едут 2 машинами. Я говорю, все, я стою здесь на трассе, жду. Я говорю, я уже все организовал, там и уже китель повара дадут. Я пошел туда, и ты мне просто наберешь? А если мне не раздряешь за телефон? Вот у тебя 20 минут. 14. Нет, тебя уже прям... Живем. Считанные минуты до этой встречи. Вывозили совсем другим путем. Когда мы оказались на территории Украины, первый звонок, конечно, сразу связь появилась. Ну, соответственно, дочери, жене, матери. Но говорил очень много очень хороших слов, что наконец-то я тебя слышу и слышу нормально. Я мечтал обнять семью, но с Владом, с женой Снежаной я понимал, что я встречусь уже через 15-20 минут, а Коле надо еще ехать еще целый день. Поэтому хотя бы словесно уже было достаточно того, что она понимала, что я уже в безопасности, что я выехал со станции. Я не смог снять, но я только что, заказал чизкейк для Оли, типа, и она такая, ой, спасибо, все дела, я в плохое настроение, мы сказали, ладно, тебе нужен чизкейк, Настя это сказала, и, сейчас вроде как уже рядом будет происходить то самое.
Здрасте. Здрасте, давайте. Здрасте. Спасибо большое. Здрасте. Здрасте. Да, конечно. Сергей уже переодевается, мы сейчас его запустим через черный вход. Мы уже подготовили ему... Сейчас будет просто взрыв эмоций. И мы уже сказали, что там мы хотим от шефа чизкейк заказать. Там, вы доехали нормально? Отлично, слава дорога богу. вроде хорошая. Такого шефа она точно не ожидала. Да. И так быстро, такая быстрая доставка чизкейка. Теперь осталось только заодно переживать за всего лишь имя, чтобы сработали гребаные хлопушки. Все, вы готовы? Всегда готовы. Все, отлично. Сергей идет первый. Вот ваш чизкейк. Вот, типа от шефа. Типа от конкретного. Поэтому ручку назад. Вначале он будет первый, а потом подождем чуть-чуть, и потом все неожиданно. Я не знаю, не считаю себя героем. Когда пришли вооруженные силы Украины, и мы их в лицо увидели, именно ребят, которые этих орок оттуда прогнали, скажем так, была гордость смотреть на них. И вот когда я на этих смотрел, у меня была вот эта вторая армия мира, которая была, ну, наверное, хуже бомжей каких-то, одеты, экипированы, какие-то старые броники, какие-то затертые, камуфляжи, вот что-то техника, которая просто-напросто она у них текла, масло вытекало. Вот в таком состоянии они, я не знаю, как они могут второй армии. И когда зашли наши ВСУ, просто с гордостью смотрел на наших защитников и гордился этим. Чизкейк как раз принесли. Чизкейк от шефа. Ну что, Оль, как тебе чизкейк? Я считаю, что это было очень вовремя. Не расстраивайся, а то она сидела такая грустная. Как тебе чизкейк от шефа рассказывал? Я в шоке. Что ты меня хотел? Ну, шеф, причем я видел твою реакцию, ты вначале она не поняла. Ну, я посмотрела на форму и такая, шеф пришел, нифига себе, думаю, а что так? Ребята, это было очень круто. Вера в победу – это самое непоколебимое, что у меня есть. Мы обязательно победим, нас не сломают. Когда жена говорила, что сотворил Славутич, когда голыми руками выгоняли этих рашистов. Я гордился так за город, хотя находился на станции, и понимал, что этих людей просто нельзя победить, нельзя сломать. Победа будет за нами, и довольно-таки, я так думаю, скоро будем слушать Арестовича, потому что он молодец, тоже направляет нас. Будем ее праздновать. Ребят, я хочу сказать им огромное спасибо. Я реально не ожидала, что они приедут именно сегодня. Для меня это прям супер важный момент. Я безумно скучала, я безумно волновалась за своих родных, и я их наконец-то увидела. На самом деле я исполнила свою мечту, но не только свою. Я купила папе машину. Что? Да, и я все это сняла на свой канал. И, ребят, приходите и смотрите этот весь момент. Уже ролик вышел. Посмотрите папину реакцию, потому что, мне кажется, в это время это очень важный момент. Эти эмоции говорят сами за себя. Иди сюда. Иди сюда. Я ее ненавижу. Я тоже терпеть ее не могу.